Всем привет! В этом видео я продолжу работу вот с этой деталькой, с этим имплантом, и будем моделировать для него разъемную форму для литья. Но для начала, если ты еще не подписался на канал, то самое время это сделать. Обязательно оставляй комментарии, ставь лайки, это очень поможет мне в продвижении данного канала. Поехали дальше. В прошлых видео я уже показывал, как я все это моделировал. Моделировал я это на основе STL файлика, на основе 3D скана, обклеил все это сеточкой. Можно сделать это все получше, поаккуратнее, и чтобы форма была более плавная. Сейчас я получу вот такой результат. Так, перейду в другой проект. Итак, вот у меня вся эта штучка находится. Она у меня спозиционирована уже как-то вот в моих осях. Так, сейчас все выровняем. Хорошо, пусть будет так. На самом деле все очень просто. Я на виде сверху создаю какой-то объем. Перехожу сразу в режим экструд. Экструдирует, допустим, сантиметров на 25. Ну, пусть будет, например, минус 30 миллиметров. Так, новое тело, окей. Сразу включу этому объему здесь прозрачность. Так, Ctrl-Z, только не Isolate, а Opacity Control. Например, до 70. И с помощью Move возьму и опущу все это вниз. Ну, 20, 25, минус 22. Пусть будет так. Итак, имеем такой объем, нужно сделать разъемную форму. Причем, как мы понимаем, что здесь очень такая сложная кромка. Отключу все это. Плюс вот этого метода восстановления, скажем так, по кусочкам, который я делал в рабочем пространстве форм, заключается в том, что вот эту кромку я могу выбрать. Хорошо, она получается достаточно плавная, тем более к ней, как я показывал, уже применяется филет. Это хорошо. Что мы можем сделать? Когда поверхности достаточно простые, мы в принципе что можем сделать? Мы можем перейти в Surface, например, с помощью офсета, скопировать данную поверхность и нажать ОК. Получилась вот такая поверхность, и я могу с помощью того же экстенда попробовать все это продлить. Так, включу видимость объема. Как мы видим, мы вышли за его пределы. В принципе, хорошо, мы уже можем разрезать этим наш объем, но что мы видим? Как бы вот здесь он прорезает. Все это, короче, ну, с такой формой работать будет очень сложно, поэтому уберу, скажем так, данный подход. Например, я хочу, чтобы плюс-минус по центру шла разъемная линия. Поэтому я с помощью Construct вспомогательной геометрии Midplane выберу раз поверхность, два поверхность, нажму ОК. Создал конструкционную плоскость среднюю и на ней создам эскиз. Просто нарисую окружность, скажем так, выходящий за пределы объема моего тела, и нажму ОК. Отключу видимость объема, перейду в... Значит, нахожусь я в рабочем пространстве Surface, и теперь я что выберу? Выберу раз, контур, через плюсик нажму. Так, как мы видим, здесь он выбирает все это по кусочкам. Если мы поставим здесь галочку Chain Selection, то, скорее всего, он позволит выбрать целую такой вот луп ребер. Нажму ОК. Так, и что мы можем сделать сейчас? В принципе, на самом деле, объем наш, скорее всего, не получится разрезать с помощью данной модели. Давайте это попробуем осуществить. И нажмем ОК. Да, здесь произошла ошибка, потому что здесь, скорее всего, какое-то пересечение. Это стремится куда-то сюда, это куда-то сюда. Непонятки. Делаем просто. Сохраняем копию нашей одной поверхности. Берем этот лофтик и сшиваем. Вот один объект получился у нас. И теперь с помощью этого объекта мы можем достаточно просто разрезать наше тело. Так, все равно он говорит о какой-то ошибке. Так, ну правильно, все понятно. Когда я убираю вот этот диск, скажем, когда я делаю split body, он почему-то предлагает выбрать только одну поверхность. Поэтому нужно кликнуть вот здесь на поверхность целиком в браузере, вот с этим патчем центральным, и нажмем ОК. Тогда вырез получится. Так, что мне останется сделать? Я активирую видимость. Так, уберу его сначала. И давайте... Так, ладно, видимость пока добавлять не буду.
Как видим, здесь на верхней панельке у нас уже повторяется форма нашей детали, поэтому с ней мы работать не будем. Я просто отключу. Так, где она? Так, все правильно или все неправильно? Так, вот верхняя, вот нижняя. Так. Да. И теперь из нее мы будем в рабочем пространстве Solid с помощью инструмента Combine будем вычитать одно тело из другого. Поставлю здесь на всякий случай галочку Keep Tool и сохраню свой инструмент. Итак, теперь что я возьму здесь Opacity Control, поставлю на соточку, верну верхнюю часть Opacity Control на соточку. С помощью инструмента Move возьму, да, и поверну весь этот объем как-то сюда вот. Нажму ОК. В принципе, как мы видим, получилась такая форма. Посмотрим на виде сверху. Так, отключу. Да, на объем. Единственное, может быть, проблема вот с этим вот наплывом, с извлечением. Но, возможно, если поддеть эту часть вверх, то она выйдет хорошо. Таким способом можно, конечно, делать составные и из двух, и из трех частей такие формы. Конечно, вопрос их позиционирования между собой, это вообще отдельная история. Можно создавать какие-то цилиндры на поверхности вот этого всего, объединять их в одно тело и делать соединение что-то вроде шипа такого, скажем. Для более правильного позиционирования, скажем так, двух половинок одной формы. Ну, способ достаточно простой. В принципе, работать с твердым телом намного более приятно, чем с mesh-объектами. Здесь все более предсказуемо, плавно, да и все операции происходят в разы быстрее. Поэтому я рекомендую именно данный способ. Немножко про конкретно вот этот пример. Почему там подписчики задают, почему он такой неровный. Ну, это имплант, он в принципе не должен быть неровным, поэтому наши кости не идеально гладкие. Поэтому, скорее всего, такого качества поверхности хватит для поставленной задачи. Единственное, что, например, если в процессе вот этой ручной ретопологии нашего объема у нас получается какой-то непонятная структура, то есть она не позволяет нам выбрать весь луп целиком, но в целом у нас будут вот эти крайние ребра на самом деле, можно восстанавливать все это и по кусочкам. Смотрим, например, у нас есть такой эскиз. Можно накидать сюда каких-то произвольно линий, например, вот так. Ну, желательно, чтобы они совпадали вот с этими. То есть, например, я отсюда кидаю луч сюда, и отсюда кидаю луч, например, сюда. Далее я просто нахожу инструмент Break и просто, значит, я, скажем, секциями разбиваю на секции разбиваю свой эскиз. И точно так же в рабочем пространстве Surface я с помощью лофта буду, скажем, выбирать. Только сниму галочку, как будто у меня нет такой возможности. Выберу вот эту часть и выберу вот это ребро. В принципе, здесь оставляем все настройки по умолчанию и нажимаем ОК. Далее, допустим, мы соединим, опять-таки для примера, вот эту часть окружности. Так, давайте. Нет, она слишком большая. Вот эту часть окружности я соединю. Так, вот с тобой. И нажму ОК. В принципе, на самом деле, уже сейчас можно сделать лофт. Вот, только так. Да, эскиз, скорее всего, уже лучше отключить. Сделать лофт, например, отсюда вот до сюда. В принципе, в качестве рейла можем использовать вот эти вот части. То есть, в принципе, такой подход тоже может позволить что-то получить. Но так, кстати, да. В этом случае он получился немножко более отличный, чем вот от этого. То есть мы видим, как здесь поверхность более плавная. Здесь она такая более рифленая. То есть, в принципе, не обязательно вам устанавливать прям целиком контур какой-то, да. Достаточно сделать пару таких лепестков и с помощью каких-то вспомогательных рейлов, например, пытаться уже
все это достраивать. Например, я могу попробовать добавить сюда еще вот этот рейл внешний, но, как мы видим, добавляются какие-то потяжки, поэтому убираю его. В принципе, вот с этой юбкой уже работать можно, и можно и точно так же, например, с помощью... Так, только для начала давайте попробуем все это сшить. И тот же самый extend, я думаю, здесь должен сработать. Вот он пошел дальше. Получается вот такая вот странная поверхность. Да, но она продлевается. Так, включу. То есть, на самом деле, способов достаточно много. Не стоит заморачиваться на одном каком-то. Все должно исходить из конкретной ситуации и сложности вашей модели. Возможно, где будет двухсоставная, трех, четырех, пятисоставная модель, там уже будут немножко другие сценарии работать более правильно. Ну, для этого, я думаю, такой сценарий вполне себе может подойти. Ну, собственно, все. На этом я видео буду заканчивать. Если у вас какие-то вопросы появляются, комментарии, предложения, пишите под этим видео. Желаю всем творческих успехов. До новых встреч.